Всем привет! Это видео может быть полезно многим, кто играет на старых инструментах, и в частности хочу рассказать о проблемке, с которой столкнулся я. Дело в том, что мой инструмент довольно старый, начало 80-х годов, и когда я получил его, я сначала визуально этого не обнаружил, но услышал на слух, что четвертая струна открытая, она не то чтобы дребезжит, она звучит абсолютно глухо. Оказалось то, что поскольку канавка четвертой струны в порожке расточилась очень сильно, то, соответственно, когда она игралась открытой, струна в процессе колебания касалась первого лада, ну и, соответственно, звучала глухо. Но также я заметил, что канавка пятого и шестого лада оказалась проточена очень сильно, но, скорее всего, ее ранее протачивали, может быть, для того, чтобы ставить какие-то толстые комплекты струн. Но так или иначе, что-то с этим надо было делать, и, естественно, первое, что приходит в голову, это полная замена порожка. Ну, с этим мне связываться как-то не совсем хотелось, и, в принципе, я вижу, что, скорее всего, это порожек оригинальный тоже, начало 80-х годов ставился с завода. И я решил сейчас попробовать метод, о котором хочу вам рассказать. Ну, здесь у меня в кадре все те инструменты, которые я у себя нашел и которые, как мне кажется, могут быть полезны. В частности, в чем заключается идея? Я планирую вот эти вот три канавки расточить, то есть как-то избавиться от старого слоя грязи, так или иначе, придать какой-то профиль более глубокий. После этого здесь у меня, вы видите, лежит такой небольшой кусочек кости. Я хочу из нее сделать пудру, в дальнейшем присыпать ее в канавки и капнуть суперклея. В результате образуется на самом деле практически однородная масса, и я тем самым полностью восстановлю порожек. А в дальнейшем я планирую проточить, значит, канавки для струн, ну и надеюсь, у меня все получится. Заклеим соседние области грифа малярным скотчем и попробуем начать пропиливать. Далее нам нужно получить материал, которым мы и будем восстанавливать порожек. Для этого здесь у нас кусочек кости. Ну и я сейчас попытаюсь сделать из него порошок. Ну вот, через какое-то время получилось вот такое вот количество белого порошка. Надо сказать, что, конечно, процесс довольно трудоемкий. Кость действительно довольно материал жесткий. Да и напильник у меня не сказать, что очень эффективно. Но, тем не менее, надеюсь, что этого количества хватит. Сейчас посмотрим. Так, после продолжительной работы у нас получилось некое количество искомого белого порошка. Ну и, используя те инструменты, которые есть, попробую сейчас как-то равномерно его распределить. Теперь финальный момент.
Используя небольшое количество суперклея, нужно капнуть в канавки. Но, к сожалению, у меня нового тюбика суперклея нет. Использую то, что есть. Сейчас время карантина, выйти из дома проблематично. Приступим. Суперклей должен довольно быстро впитаться и застыть. Но на данном этапе я столкнулся со следующим. Значит, когда я насыпал сюда, значит, костяной порошок, нужно было все-таки его немножко утрамбовать и насыпать дополнительный слой. Это стало быстро понятно, когда я налил суперклей. Значит, слой порошка, естественно, вместе с клеем утрамбовался и немножко просел. Но думаю, что проблем здесь сильно не будет. И, в общем-то, по консистенции он стал жестким, как стекло. И, в принципе, со своей задачей справляться будет. Теперь все, что осталось, это каким-то таким лобзиком пропилить аккуратно канавки для струн. Ну, конечно же, эту операцию лучше в целом доверять какому-то мастеру профессиональному, но поскольку в эти дни карантина нет такой возможности, как-то руки зачесались и решил попробовать сделать это сам. Ну, в крайнем случае, если результат будет очень плохой, можно подождать и отнести мастеру на замену полную порошка, сделать новый костяной. И вот процедура завершена. В целом искомый результат достигнут. Подтвердилась какая-то моя гипотеза о том, что, ну, во всяком случае для меня подтвердилось, что порожек можно починить, костяной его можно нарастить, опять же используя костяной порошок плюс суперклей. В целом четвертая струна теперь открытая, как-то не дребезжит, не звучит глухо. И в целом, хоть и порожек косметический, конечно, получился, но не столь, может, эстетичным, как хотелось бы, но функционально он свою задачу полностью выполняет. Я думаю, в каком-то будущем, конечно, можно его и лучше бы заменить, уже у профессионального мастера. Но желательно, наверное, это совместить с процедурой замены ладов. Хотя лады пока здесь в удобоваримом состоянии играть вполне можно. Единственное, могу посоветовать обратить внимание на то, что самая сложная задача, наверное, здесь для меня была пропилить эти канавки. Причем в строго нужном месте, чтобы расстояние между струнами какое-то было нормальное. И в моем случае это было по 6,5 мм между каждой канавкой, причем измерять надо от именно середины этой канавки. Вот в целом, опять же, результатом я доволен. Играть можно. Это такой вот мелкий ремонт, когда, может быть, нет времени идти к мастеру, там, или как-то не хочется заморачиваться с заменой порошком. В принципе, вы можете всегда попробовать. Ну, в крайнем случае, если ничего не получится, пойдете к мастеру и поменяете уже себе на нормальный порожек. Ну, надеюсь, информация была полезна. Кому было полезно, какие-то вопросы возникли, пишите в комментариях, постараюсь им ответить. Вот, ну, спасибо за внимание.